Главный философский текст, на котором нацисты построили свою идеологию, книга Ницше «Воля к власти», является подделкой. Ее никогда не существовало. После того, как философ погрузился в безумие, а затем умер, его сестра Элизабет Ферстер Ницше, ярая антисемитка, захватила его архив. Часами она сидела над разрозненными, неопубликованными черновиками брата. Она буквально вырезала и склеивала фрагменты, сознательно компилируя их так, чтобы они соответствовали ее националистическим взглядам, а не подлинным идеям философа. Этот сфабрикованный текст и стал краеугольным камнем для вульгарной трактовки сверхчеловека как жестокого арийского правителя. Это не ошибка интерпретации, а целенаправленная диверсия, отравившая одну из самых глубоких идей о саморазвитии. И если главный текст — ложь, то что тогда правда? Правда скрыта за двумя парадоксами, которые меняют все. Вот первый. Почему человек, одержимый властью над другими, стремящийся к доминированию и контролю, с точки зрения Ницше, на самом деле является рабом своей слабости? И почему подлинная воля к власти направлена исключительно внутрь? Она работает не как огонь, который распространяется вовне, пожирая все вокруг. Она работает как гравитационный центр, который упорядочивает хаос внутри себя, становясь все плотнее и сильнее. Ответ на этот вопрос мы получим в секции 3. А вот второй парадокс, что объясняет тот факт, что Ницше, который предвидел катастрофическое искажение своих идей, изложил свою главную концепцию сверхчеловека на языке поэтических метафор, сделав ее максимально уязвимой для манипуляций. Ключ к этой загадке ждет нас в секции 7. Это видео не лекция по философии. Это инструкция по деактивации ложных идей и сборке подлинного себя. К концу просмотра у вас будет арсенал из 7 конкретных применимых инструментов Ницше. Их использование изменит сам ваш взгляд на саморазвитие. Вместо бесконечной гонки за внешними атрибутами успеха вы получите технологию превращения жизни в осмысленный процесс становления тем, кем вы можете быть. Мы начнем с постановки диагноза современному миру и вам лично. Затем мы взломаем код власти. После проведем ревизию ваших ценностей. Итак, шаг за шагом мы соберем вашу личную операционную систему для самопреодоления. И первый инструмент, который объяснит ощущение пустоты в современном мире, вы получите уже через 2 минуты. Как вышло, что в эпоху беспрецедентного изобилия, когда технологии обещают рай на земле, миллионы людей чувствуют глухую апатию? Это не ваша личная неудача. Это симптом состояния, которое Ницше диагностировал более 100 лет назад – нигилизм. Его первый инструмент для понимания этого состояния – метафора «смерть Бога». Это не богохульство, а констатация факта. Универсальные системы ценностей, религия, традиции, незыблемые авторитеты рухнули под давлением науки и критического мышления. Но вместо того, чтобы создавать новые опоры, общество поспешило заполнить пустоту суррогатами. Более 90% упоминаний успеха в современной культуре сводятся к 3 ложным заменителям – богатству, славе и потреблению. Из 10 книг о счастье 9 рассказывают лишь о том, как купить красивый книжный шкаф. Эта гонка без финиша только усугубляет пустоту. Однако эта пустота – не трагедия, а величайшая возможность. Это пустыня, в которой впервые можно вырастить что-то подлинно свое. Но это лишь первая часть диагноза. Чтобы понять, как действовать, нужно увидеть, как сам Ницше прошел через эту пустыню. Что заставило одного из величайших умов XIX века, блестящего профессора, чувствовать себя абсолютным изгоем? Ницше не просто констатировал смерть Бога для других. Он проживал ее как глубокую личную катастрофу, ощущая потерю всех опор. Его философия – это не кабинетные размышления, а отчаянная попытка создать для себя новую систему навигации в мире, лишенном старых карт. Он вошел в эту пустыню первым, страдая от мучительных мигрений и почти полной слепоты, часто диктуя тексты в полутемных комнатах отелей. Его путь – это прямой контраст с путем обывателя, который пытается игнорировать хаос.
Он заполняет внутреннюю тишину внешним шумом, социальными ритуалами, погоней за статусом, бессмысленными развлечениями. Это стратегия самообмана, ведущая к тихому отчаянию. Первый шаг к подлинной силе – это мужество признать хаос. Следующий шаг – найти в этом хаосе новый двигатель. Почему самые обеспеченные и свободные общества в истории человечества лидируют по уровню депрессии и тревожных расстройств? Ответ лежит в механике ценностей. Старые системы работали как внешний экзоскелет, который поддерживал человека и диктовал ему, что хорошо, а что плохо. Когда этот каркас рухнул, вся невыносимая тяжесть выбора легла на плечи индивида, который оказался к этому не готов. Это как строительные леса. Когда их убрали, человек оказался не крепкой стеной, а грудой кирпичей. Но масштаб последствий оказался куда страшнее. Ницше предсказал, что этот вакуум приведет к войнам невиданного размаха, когда разные группы попытаются силой навязать свою новую истину. Две мировые войны и тоталитарные режимы XX века стали ужасающим подтверждением его пророчества. Мы до сих пор живем внутри этого предсказания. Единственный выход — не искать новый внешний каркас, а строить внутренний стержень. И топливом для этого строительства станет самая искаженная идея Ницше. Итак, диагноз поставлен. Мы в пустыне, старые карты сожжены. Что дальше? Умереть от жажды или найти скрытый источник? Мы установили, что смерть Бога — это не приговор, а диагноз. Потеря внешних ориентиров создала вакуум, который мы ощущаем как апатию и бессмысленность. Это наша точка ноль. Но вот что умалчивает популярная психология. Большинство людей так и остаются в этой точке. Они пассивно принимают навязанные обществом смыслы или погружаются в отчаяние. Это путь слабости, путь последнего человека, по Ницше. Но есть и другой путь. Он начинается с радикальной перепрошивки самого фундаментального понятия – власти. В следующей секции мы взломаем код воли к власти, закрыв нашу первую открытую петлю, и превратим ее из инструмента тирании в главный двигатель вашего личного роста. По какой причине тиран, стремящийся к абсолютной власти над миллионами, с точки зрения Ницше является самым безвольным и слабым человеком? В массовой культуре ответ кажется очевидным. Воля к власти — это жажда доминировать, подчинять и управлять. Это то, как идею поняли нацисты. Но это лишь обертка. Для Ницше воля к власти — это не социальное, а космическое явление. Это фундаментальный импульс всего живого к росту, усложнению и преодолению самого себя. Ее главный символ — не лев, пожирающий антилопу, а семя, которое пробивает асфальт, чтобы стать деревом. Человек, одержимый контролем над другими, лишь проецирует вовне свой внутренний хаос, который он не в силах упорядочить. Это компенсация. Подлинная власть — это власть над своими инстинктами и страхами. Но как понять, что именно в себе нужно преодолевать? Вот провокация. Раковая клетка демонстрирует безудержный рост и уничтожает все вокруг. Является ли она высшим проявлением воли к власти? На первый взгляд, да. Она стремится к экспансии любой ценой. Это логика социального дарвинизма, которую ошибочно приписывают Ницше. Но это ловушка. Подлинная воля к власти всегда созидательна. Она стремится не просто к расширению, а к созданию более сложных и жизнеспособных систем. Раковая клетка убивает организм, частью которого является и погибает сама. Это путь к самоуничтожению, а не к власти. Воля к власти — это не победа над другими, а превращение себя в лучшую версию, что усиливает и всю систему вокруг. Это переход от конкуренции к творчеству. Но чтобы стать лучше, нужно сначала понять, по каким невидимым правилам вы играете. Вспомните ваше последнее достижение. Что вы почувствовали? Глубокое удовлетворение от того, кем вы стали в процессе, или короткое облегчение от поставленной галочки? Достижение цели — это внешнее событие, получить диплом, занять должность. Внутренний рост — это качественное изменение, стать дисциплинированнее, преодолеть страх. Можно получить диплом, не став умнее.
Наше общество одержимо внешними целями, потому что их легко измерить. Зарплата, подписчики, статус. Эта система – ловушка, которая направляет нашу энергию на бессмысленную гонку за галочками, отвлекая от подлинного самопреодоления. Проверяйте любую цель вопросом: это действие ведет к моему качественному росту или просто к следующей внешней награде? Это первый шаг к власти над собой. Следующий – провести ревизию самих правил, по которым вы ставите цели. Мы поняли, что настоящая воля – это двигатель внутреннего роста. Но почему тогда расти так сложно? Что постоянно тянет назад? Мы очистили понятие «воля к власти» от лжи. Это внутренний, созидательный импульс, а не погоня за внешними целями. Главный тормоз на этом пути – не внешние обстоятельства. Это невидимая операционная система в глубине вашего сознания. Она состоит из убеждений и ценностей, которые вы впитали из окружения. Ницше дал ей провокационное название – «Мораль рабов». Именно эта прошивка – причина ваших неудач. В следующей секции мы запустим антивирус для вашего сознания. Мы проведем аудит этой системы и научимся отличать ценности, которые делают вас сильнее, от тех, что держат вас в невидимом рабстве у посредственности. Каким образом ценности, которые мы считаем безусловно хорошими, такие как смирение, сострадание и равенство, Ницше видел как яд, тормозящий развитие. Это утверждение взрывает основы нашей культуры. Вот третий инструмент – концепция морали господ против морали рабов. Их различие в происхождении. Мораль господ рождается из утверждения. Сильный человек смотрит на себя и говорит: «То, что я делаю, хорошо». Его мораль – это выдох, естественное излияние внутренней силы. Мораль рабов рождается из отрицания. Слабый смотрит на сильного и из зависти и страха говорит: «Он – зло». Значит, все противоположное ему – добро. Его мораль – это реакция, вдох, продиктованный чужой силой. Это не про богатых и бедных. Можно быть миллиардером с моралью раба, если все твои действия продиктованы страхом и мнением толпы. И можно быть нищим художником с моралью господина, создающим свои ценности. Возьмем универсальную ценность «не убий». Откуда она? Метод Ницше требует смотреть не на содержание, а на исток. Исторически этот запрет был создан слабыми, чтобы защитить себя от сильных, которые могли убивать безнаказанно. Это ценность, рожденная из страха. Это реакция. А теперь посмотрим на тот же вывод, рожденный из силы. Человек господской морали тоже может решить не убивать. Но не потому, что боится наказания, а из избытка силы, которую не нужно доказывать через насилие. Из уважения к жизни. Его решение – это активное утверждение, а не пассивный запрет. Поведение одинаковое, но мотив диаметрально противоположный. Мораль раба говорит: «Я не делаю этого, потому что боюсь». Мораль господина: «Я не делаю этого, потому что я выше этого». И этот принцип заставил Ницше пожертвовать самым дорогим в своей жизни. Почему Фридрих Ницше, боготворивший композитора Рихарда Вагнера, внезапно и жестоко порвал со своим кумиром? Для молодого Ницше Вагнер был титаном, воплощением морали господ, творящим новые героические миры в своей музыке. Но в последней опере Вагнера «Парсифаль» Ницше с ужасом увидел предательство. Вагнер преклонил колени перед крестом, начав воспевать сострадание и самоотречение, ценности морали рабов. Для Ницше это была капитуляция. Разрыв произошел в 1876 году. Ницше выбрал мучительное одиночество, но верность себе, вместо комфортной дружбы ценой предательства своих убеждений. Это и есть создание собственных ценностей в действии. Мы взломали код морали. Мы поняли, что наши представления о хорошо и плохо могут быть продиктованы страхом и завистью, а не подлинной волей к росту. Но одного понимания недостаточно. В момент принятия решения старые привычки берут верх. Нужен универсальный фильтр, который мгновенно покажет истинный источник вашего мотива. И такой инструмент существует. В следующей секции мы изучим самую мощную технику Ницше для оценки любого действия
мысленный эксперимент вечного возвращения. Через 3 минуты вы получите тест, который навсегда изменит ваш взгляд на каждый ваш поступок. Что если демон скажет вам, что эту жизнь со всей ее болью придется прожить снова и снова, вечно? Вы почувствуете ужас или восторг? Это 4-й инструмент – тест вечного возвращения. Это не теория реинкарнации, а психологический фильтр. Перед каждым действием задайте вопрос: готов ли я хотеть этого вечно? Этот вопрос моментально отсекает все, что продиктовано слабостью, страхом, ленью, конформизмом. Вы не захотите вечно проживать момент трусости. Остаются только те поступки, что совершены из полноты силы. Это и есть высший критерий морали господ. Если ваш ответ демону «да», значит, это действие ваше. Но что делать с болью и ошибками, которые мы точно не хотели бы повторять? Откуда взялась эта пугающая идея? Август 1881 года. Ницше гуляет у пирамидальной скалы возле озера Сильваплана. Там его пронзает мысль о вечном возвращении. Для него это не метафора, а величайший груз. Выдержать ее может лишь тот, кто берет полную ответственность за свою жизнь. Популярный лозунг «Живем один раз» — это призыв к безрассудству. Вечное возвращение, его противоположность — это призыв к предельной осознанности. Живи так, будто этот поступок повторится вечно. Это превращает жизнь из линейного отрезка в цикл, где ценно каждое мгновение. Но как полюбить те моменты, что неизбежно приносят боль? Примените тест к вашему последнему важному решению. Захотели бы вы, чтобы оно со всеми последствиями повторялось вечно? Вы выбрали работу из-за статуса или ради роста? Вступили в отношения из страха одиночества или из подлинного желания? Тест не про правильно или неправильно. Он про «моё» или «не моё». Даже ошибка может быть моей, если она была сделана из силы и привела к росту. Такую ошибку можно хотеть повторить вечно, ведь она сделала вас собой. Этот вопрос — ваш внутренний компас. Он не дает ответов, но задает направление. Следующий инструмент научит говорить «да» даже самым темным страницам вашей биографии. Тест хорош для будущего. Но что делать с прошлым, которое мы не выбирали? С болезнями, потерями, предательствами? Мы получили фильтр для выбора будущего, отделяя свои решения от навязанных. Но груз прошлого, сожаления и обиды отравляет настоящее. Он делает идею вечного повторения пыткой. Как можно хотеть вечно проживать свои самые темные дни? Для этого Ницше предлагает самое радикальное решение – «Amor fati» – «Любовь к судьбе». В следующей секции мы разберем, как научиться не просто принимать, а любить все, что с нами происходит, превращая яд в лекарство. Как можно полюбить то, что приносит боль, болезнь, предательство, неудачу? На первый взгляд, 5-й инструмент Ницше «Amor fati» или «Любовь к судьбе» звучит как призыв к мазохизму. Он похож на пассивное смирение. Но что заставило его выдвинуть столь контринтуитивную идею? Суть в том, что характер закаляется как сталь. Его нужно раскалить в огне трудностей, а затем охладить в ледяной воде реальности, чтобы он стал несокрушимым. Судьба — это наш персональный тренажер. Однако вся современная индустрия самопомощи, рынок объемом более 13 миллиардов долларов, построена на избегании негатива. Ницше предлагает не отворачиваться от ужаса, а посмотреть ему в лицо и сказать «да». Amor fati — это не просто принятие, это активное желание, чтобы все было именно так. Его формула звучит так: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни вовеки вечные. И это объясняет, почему для него не было плохой судьбы. Каким образом человек, страдавший от мучительных мигрений, почти полной слепоты и академического непризнания, мог провозгласить любовь к судьбе? Его жизнь — это набор аргументов против его же философии. Либо Ницше был лицемером, либо он знал какой-то секрет. Он действительно использовал свои страдания как инструмент. Его зрение было настолько плохим,
что он мог читать, только поднеся страницу вплотную к лицу, превозмогая режущую боль. Это обостряло его мысль. Но самый сильный удар нанесла его сестра, Элизабет. Ее предательство, ее сознательное искажение всего его наследия должно было его сломать, вызвать ненависть. Однако именно этот яд он использовал как противоядие, анализируя саму природу обиды и морали рабов. Ницше не просто проповедовал «amor fati», он был им. Его самые жизнеутверждающие строки написаны в моменты глубочайшего страдания. Его жизнь — это эксперимент, доказавший, что любую судьбу можно превратить в триумф. Но самое странное, что его интуиция предвосхитила науку. Почему современные терапевтические подходы, основанные на принятии негативных эмоций, показывают большую эффективность, чем техники их подавления? Это как пытаться удержать под водой надувной мяч. Чем сильнее давишь, тем с большей силой он вырывается на поверхность. Борьба с реальностью отнимает колоссальное количество психической энергии. Принятие — это прекращение бессмысленной войны, высвобождающее эту энергию для конструктивных действий. Экзистенциальные психотерапевты, такие как Виктор Франкл, работая с узниками концлагерей, пришли к тем же выводам. Франкл разработал свои ключевые идеи о поиске смысла в страданиях, будучи заключенным в Освенциме. Философия Ницше оказалась работающей моделью выживания в нечеловеческих условиях, опередив психологию на десятилетия. «Amor fati» — это не просто фраза, а проверенный наукой путь к несокрушимой психике, но это только фундамент. Итак, мы приняли свою судьбу. Что дальше? Неужели путь сверхчеловека — это стоически терпеть удары жизни? Практика «amor fati» превращает нас из жертв обстоятельств в исследователей. Любая проблема становится задачей, любая боль — информацией. Это дает нам психологическую неуязвимость. Однако нести свой крест, даже с любовью, это именно то, что Ницше называл первой, низшей стадией развития духа. Это состояние верблюда, который лишь покорно несет на себе бремя. «Amor fati» без дальнейшего движения — это ловушка, превращающая человека в благородного, но пассивного носильщика своей судьбы. Эта практика — лишь топливо для следующего шага. В следующей главе мы разберем дорожную карту 3 превращений духа. Она покажет, как перейти от того, кто несет бремя, к тому, кто яростно разрушает старые тюрьмы, и, наконец, к тому, кто свободно создает новые миры. Вы научились быть верблюдом. Теперь пора узнать, как стать львом. Почему на пути к высшей свободе первым шагом должно быть добровольное рабство? Дух, стремящийся к вершинам, сначала опускается на колени и говорит: «Нагрузите меня». Это 6-й инструмент, 3 превращения духа. Первая стадия — верблюд. Он говорит «я должен» и ищет самый тяжелый груз — чужие ценности, традиции, долг. Это необходимый этап для развития дисциплины и выносливости. Но в этом и ловушка. Миллионы людей проводят всю жизнь на этой стадии, считая ношение чужого бремени добродетелью. Верблюд должен уйти в самую одинокую пустыню, чтобы встретить своего врага, великого дракона «ты должен», на чешуе которого блестят все ценности тысячелетий. Сила верблюда нужна не для того, чтобы вечно нести груз, а чтобы дойти до решающей битвы. Какие ты должен вы несете на себе прямо сейчас, не спрашивая «почему?». Что если одно «нет», сказанное в нужный момент, созидательнее 1000 бездумных «да»? Для битвы с драконом верблюд превращается во льва. Его оружие — священное «нет», его речь — «я хочу». Лев не создает, он разрушает старые клетки, отвоевывая право на свободу. И вот здесь мы закрываем 2-ю петлю из нашего вступления. Ницше изложил свои идеи на языке метафор, чтобы не стать новым драконом. Он не давал готовых ответов, чтобы не создавать новых «ты должен». Он вручал оружие, чтобы каждый пробудил своего льва. Но, завоевав свободу, лев оказывается в пустой пустыне. Свобода от чего-то бессмысленна, если не становится свободой для чего-то. Для этого последнего шага ярости льва недостаточно. Ему предстоит финальное превращение. Почему после силы верблюда и ярости льва высшей стадией становится ребенок? Разве это не регресс к наивности?
Ребенок — это третья стадия. Он — новое начинание, забвение прошлого. Он говорит «я есмь» и произносит священное «да» жизни. Его главное действие — игра. Он создает новые ценности не из долга или борьбы, а из радости и избытка творческой силы. Это не инфантильность. Инфантильный взрослый не был ни верблюдом, ни львом. Ребенок Ницше обладает выносливостью первого и свободой второго. Его игра — не бегство от реальности, а высшая форма ее преображения. Верблюд пользуется старой кулинарной книгой. Лев ее сжигает. Ребенок берет муку и воду и лепит то, что подсказывает ему воображение. Итак, мы прошли путь от верблюда до ребенка. Означает ли это, что мы стали сверхчеловеком? Можно ли остановиться? Вот самая коварная ловушка Ницше. Сама мысль о том, что ребенок — это конечная точка, что сверхчеловек — это финальный статус, который можно получить, является предательством всей его философии. Это превращает живой процесс в мертвую статую, в нового идола. Это остановка, а значит, смерть духа. Настоящая цель не в том, чтобы стать ребенком. В следующей кульминационной главе мы раскроем последний и самый главный секрет Ницше, скрытый в его фразе «Человек есть канат, натянутый над пропастью». Мы поймем, почему сверхчеловек — это не цель, а мост. Что если главная ошибка в понимании Ницше, которую тиражируют 90% упоминаний в культуре, кроется в самом слове «сверхчеловек»? Что если это не ответ, а величайший вопрос? Вот финальный, седьмой инструмент — сверхчеловек как мост. Ницше пишет: «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью». Ценность человека не в том, кто он есть, а в том, что он — переход, движение, преодоление. Смысл не в том, чтобы достичь другого берега, а в том, чтобы идти по канату. Эта идея переворачивает всю парадигму личностного роста, основанную на достижении целей. Погоня за статусом сверхчеловека — та же ловушка внешних достижений. Это превращает живой процесс в мертвого идола. Сверхчеловек — это не тот, кто пришел, а тот, кто вечно идет. А теперь посмотрим на две судьбы — самого Ницше и его сестры, чтобы увидеть, что значит идти по мосту и что значит пытаться его продать. Почему Ницше писал «Так говорил Заратустра» в состоянии экстаза, зная, что его не поймут, потому что для него сам процесс творчества, сам акт преодоления болезни и одиночества был важнее любого результата. Он не стремился к цели на другом берегу, он воплощал собой движение по мосту. Его философия и была его сверхчеловечиванием. А теперь посмотрим на его антипода — сестру Элизабет. Она сделала прямо противоположное. Она взяла его текучую философию процесса и превратила ее в продукт, в статичную завершенную идеологию. Она создала мертвого идола, конечную цель, чтобы продать ее власти, нацистскому режиму. Трагедия Ницше не просто в искажении его идей, а в том, что был предан сам принцип его философии. Его жизнь была вечным преодолением, его наследие превратили в символ конечной цели. Вместо моста — стена. Но как нам в нашей жизни не свалиться с этого моста? Как эта высокая философия о мосте может помочь в повседневной жизни? Быть мостом означает, что любая достигнутая вершина — это лишь плацдарм для следующего восхождения. Любой успех — не повод останавливаться, а лишь точка, с которой открывается новый горизонт. Любая неудача — не повод падать в пропасть, а лишь ценная обратная связь, урок равновесия на канате. Этот подход снимает колоссальное психологическое давление. Больше не нужно быть идеальным сверхчеловеком, нужно просто быть в движении. Это освобождает от парализующего страха ошибки, потому что в парадигме моста нет фатальных ошибок, есть только шаги. Сверхчеловек — это не существительное, это глагол. Это значит сверхчеловечить, каждый день делать маленький шаг за пределы себя вчерашнего. Фокус смещается с вопроса «Кто я?» на вопрос «Кем я становлюсь прямо сейчас?». Мы разоблачили главную ложь. Мы собрали арсенал из 7 инструментов. Мы поняли, что сверхчеловек — это путь.
Но почему же тогда 99% людей, прочитавших Ницше, не меняют свою жизнь? Потому что знание — это не действие. Без четкой системы, без инструкции по сборке эти 7 мощных инструментов так и останутся лежать в ящике. Они превратятся в просто интересную философскую информацию, которая никак не повлияет на реальную жизнь. В заключительной секции мы построим машину. Мы соберем все 7 элементов арсенала в единый замкнутый цикл, в вашего личного Заратустру. Систему, которая будет работать на вас каждый день, превращая философию в реальность. Давайте соберем вашу личную операционную систему для самопреодоления. Она состоит из 7 шагов, образующих вечный цикл роста. Это не повторение, а инструкция по сборке. Первый этап – диагностика. Шаг 1. Честно ответьте на вопрос, который ставит смерть Бога. Какие мои ценности умерли? Где в моей жизни образовался вакуум смысла? Шаг 2. Запустите двигатель воли к власти. Всю энергию, которая раньше уходила на внешнюю борьбу и погоню за галочками, направьте внутрь, на заполнение этого вакуума через самопреодоление. Шаг 3. Проведите аудит по принципу морали, господ и рабов. Спросите себя о каждом своем убеждении. Оно родилось из моей силы и утверждения или из страха, зависти и обиды? Эти 3 шага – необходимая подготовка перед движением. После того, как мы поняли, где находимся, и запустили двигатель, нам нужен фильтр, чтобы не свернуть с пути. Итак, мы готовы к движению. Теперь нам нужны инструменты навигации. Это 2 этап действия. Шаг 4. Используйте фильтр вечного возвращения для каждого важного решения. Задайте себе финальный вопрос. Если бы мне пришлось проживать последствия этого выбора вечно, сделал бы я его? Это моментально отсекает все сиюминутное и навязанное. Шаг 5. Применяйте амор фати для работы с последствиями, которые вы не могли предвидеть. Этот инструмент превращает любую ошибку или удар судьбы из тупика в ценный опыт, который можно интегрировать. Вечное возвращение помогает сделать лучший выбор. Амор фати помогает извлечь пользу из любого результата, хорошего или плохого. Эта пара делает вас антихрупкими. Мы научились двигаться и справляться с трудностями. Но как понять, в какой фазе пути мы находимся и что делать дальше? У нас есть диагностика и навигация. Осталось добавить карту и компас. Это 3 этап – стратегия. Шаг 6. Определите свое местоположение на карте 3 превращений. Кто вы сейчас? Верблюд, покорно несущий чужое. Лев, яростно бунтующий и освобождающийся. Или ребенок, готовый к свободной игре и творчеству. Это определяет вашу главную задачу на текущем этапе. Шаг 7. Используйте компас сверхчеловека как моста. Он не даст вам остановиться. Достигнув стадии ребенка, вы используете этот компас, чтобы найти новый, более сложный вызов, снова диагностировать вакуум смысла и запустить весь цикл на новом уровне. Шаг 7 возвращает нас к шагу 1, замыкая петлю роста. Это и есть работающая модель сверхчеловечивания. Она работает как круговорот воды, а сознание поднимает вас вверх, действие возвращает на землю, а новый вызов запускает цикл заново, но уже с большей высоты. Мы прошли этот путь вместе с Ницше, от разоблачения лжи его сестры до сборки его идей в работающую систему. Мы увидели гениальность его мысли и глубокую трагедию его судьбы. Теперь, после всего услышанного, я хочу, чтобы вы сделали выбор. Кем Фридрих Ницше является для вас? Напишите в комментариях всего одно слово – «пророк». Если вы считаете, что его идеи гениально опередили время и являются ключом к будущему человека, к его самопреодолению. Или жертва. Если вы считаете, что трагедия его искаженного наследия и личных страданий перевешивает гениальность его мысли, превратив его в символ опасных заблуждений, пророк или жертва. Нет правильного ответа, но ваш выбор скажет многое о том, что вы вынесли из этой истории. Сделайте его.